Здравствуйте! В этом видео я покажу, как запустить эмулятор телефона в Android Studio. Если вы зашли на это видео, значит у вас не получается это сделать. У меня тоже не получалось. Я думал вообще, что нельзя запустить эмулятор, если у вас процессор AMD. И на некоторых форумах даже такое пишут, сайтах, типа, если у вас процессор AMD, вы не сможете пользоваться эмулятором в Android Studio. Но это неправда, все там хорошо запускается, и все работает так же быстро, как и с Intel, может даже и быстрее. Единственное, это нужно включить. И у некоторых это вызывает сложность. Действительно, есть некоторые нюансы, о которых нужно знать. И мы в этом видео постепенно посмотрим, как это делается. Когда будут возникать какие-то ошибки, попробуем их решить, чтобы это было наглядно видно, как это делается. Потому что я уже это делал и точно могу сказать, что это работает. Так, допустим, начнем с того, что мы скачиваем Android Studio с официального сайта. Так, и запускаем. Сейчас я покажу, какая ошибка возникает, то есть какая вообще есть проблема. А потом уже расскажу, как она решается, как это все запускается. Итак, вот мы запустили Android Studio. Сейчас запустится вот этот билд, который у нас тут по умолчанию Android Studio создает. Сейчас подождем, чтобы здесь все вот эти зеленые галочки были. Все, сформировался. Итак, что нужно сделать? Во-первых, давайте зайдем в SDK пакеты. Можно зайти вот через вот эту иконку, либо через Tools, SDK Manager. Так, вот это нам сейчас не важно. Это мы можем установить вот эти пакеты, если нам нужна поддержка Android нужных нам версий. Но я пока этого делать не буду, чтобы не занимать время. Это не влияет на эмулятор. Это будет влиять на запуск именно ваших приложений на определенных версиях Android. Здесь переходим во вкладку SDK Tools. И вот здесь у нас есть такой вот пакет для процессоров AMD. Здесь по умолчанию обычно стоит еще галочка для Intel. То есть по умолчанию на Intel эмулятор запускается сразу. Либо если он даже не запускается сразу, то мы ставим просто галочку, применяем и все, и эмулятор уже запускается. Но на процессоре AMD нет. Так, что нам нужно сделать? Нужно снять вот эту галочку и поставить ее на вот этот пакет процессора AMD. Затем нажимаем «Применить», и нам предлагает программа установить пакет нужный нам. Итак, вот он нам установился. Окей. Что дальше? Давайте попробуем запустить эмулятор. Эмулятор можно запустить либо вот на эту иконку, либо опять же в меню Tools, AVD Manager. Либо вот здесь. Давайте нажмем сюда, посмотрим, что произойдет. Ничего не происходит, потому что у нас нет эмулятора созданного. Нажимаем сюда и создаем виртуальный девайс, виртуальное устройство. Я здесь выберу, давайте вот Galaxy Nexus. Next нажимаю. И здесь у нас есть вот такие тоже пакеты для разных версий API Google. Здесь вот этот пакет у меня уже установлен, но у вас, скорее всего, не будет установлен. Вы просто нажимаете Download и устанавливаете. Это занимает где-то несколько минут. Когда у вас не установлено ни одного пакета, у вас нет кнопки Next. А когда вы установили пакет, то, соответственно, здесь появляется кнопка Next. И независимо от установлен пакет или нет, у вас здесь вот красная надпись, что у вас не установлен
вот такой пакет, это для Intel. Если мы его попытаемся установить, ну давайте попытаемся. 2 гигабайта отведем на виртуальное устройство. Next. И вот у нас здесь написано красными буквами, что не получилось у нас запустить. И написано, что вот Intel технология как бы не поддерживается у нас, да. Ну, соответственно, естественно, потому что у нас процессор Intel. Окей, финиш, ничего не меняется. Ну, нажмем Next. Здесь можно переименовать, как нам удобно. Но я не буду переименовывать. Нажимаю Finish. Создается виртуальный девайс. Вот он создан. Окей, давайте закроем. И вот у нас он создан. Попробуем запустить. Не запускается. То есть, если мы сейчас нажмем ОК, повторится попытка, опять же, запустить, установить вот эту как бы технологию, и ничего не произойдет. Почему это не происходит? Почему у нас виртуальный девайс не запускается? Потому что у нас не включена виртуализация. Во-первых, ее нужно включить в Windows и в BIOS. Давайте покажу сначала, как узнать, поддерживается ли виртуализация, включена она вообще или нет. Сверну. Итак, первый способ это посмотреть. Это нажать вот здесь правой кнопкой мыши, диспетчер задач. И вот у вас может быть вот так, да, вы нажимаете подробнее, разворачиваете. Нажимаете производительность и вот центральный процессор. Вот виртуализация отключена. Поддержка Hyper-V есть. То есть поддержка есть, но виртуализация отключена. Нам нужно будет ее включить. Как еще проверить? Отключена или включена виртуализация. Как везде пишут на сайтах, нажимаем кнопку Windows R, появляется окошко. Здесь пишем такую команду cmd. Открывается консоль. И здесь пишем System Info. Ну, то есть информация о процессоре. И вот у нас есть также здесь требования для Hyper-V. И вот видно, что виртуализация встроенного ПО не включена. Нет. Нам нужно ее включить. Она включается в BIOS. Давайте еще, что нам еще нужно, чтобы все работало, это нам включить нужные настройки в Windows самом. Где это делается? Давайте покажу. Нужно зайти в панель управления. У меня здесь иконка в панели задач, но у вас ее, скорее всего, здесь нету. Можно зайти в пуск. Здесь служебная Windows. Вот здесь панель управления. То же самое мы сюда можем попасть. И еще один вариант — это зайти в этот компьютер, нажать правой кнопкой мыши на пустую область, свойства. И здесь вот можем также попасть в панель управления. Итак, мы попали в панель управления. Здесь заходим в программы, включение компонентов Windows. Сейчас увеличу окошко. Итак, чтобы у нас виртуальное устройство работало, нам нужно включить, во-первых, Hyper-V, но если мы сейчас его включим, мы увидим, что вот низкоуровневая оболочка Hyper-V, невозможно ее включить. Вот я нажимаю, галочка не включается. Это потому что в BIOS не включена виртуализация. Поэтому пока что отключим. И что здесь еще? Здесь платформы виртуальной машины нужно будет поставить галочку. И я еще ставлю песочница Windows, но точно не уверен, нужна она или нет, но я включаю обычно.
Пока что я не буду ничего включать, потому что в BIOS не включена виртуализация. Давайте пока что это дело закрою и скажу, как включить в BIOS. На разных материнских платах разный BIOS, и также может отличаться название опции, в которые нужно включить. Я покажу, как конкретно в моей материнской плате в BIOS включается виртуализация. Настройка называется таким образом. Вот я сделал скриншот. Настройка называется SVE. Ну, то есть, скорее всего, это виртуальная машина, мод. Она по умолчанию выбрана недоступна. Нужно нажать и выбрать «Разрешить». Где вообще данная опция находится? Она находится в BIOS моей материнской плате во вкладке MID, расширенные настройки. Там в расширенных настройках заходим в расширенные настройки ядра CP, и там уже непосредственно вот эта настройка включается. Вот, ее нужно включить. Давайте я тогда сейчас нажму на паузу, зайду в BIOS, включу эту настройку и покажу, как и что произойдет. Итак, я включил в BIOS настройку виртуализации. И сейчас посмотрим, что здесь изменилось. Зайду в диспетчер задач, производительность, и видим, виртуализация включена. Давайте еще зайдем через консоль, посмотрим. Windows R, CMD, System Info. Что здесь изменилось? Видим, здесь да написано. Окей, пока все хорошо. Давайте зайдем в панель задач, программы, включение и отключение компонентов. Посмотрим, что здесь изменилось. Hyper-V. Как видим, сейчас можно включить все галочки здесь, они доступны. И включим песочницу Windows. Ну, я точно не уверен, нужно ли ее включать или нет. И платформа виртуальной машины. Вот ставим сюда галочку. Вот это не надо включать. Именно только платформа виртуальной машины. Но я еще включу галочку песочница Windows. И нажму ОК. Давайте посмотрим, что будет. Компоненты применились, как бы установились. Нужно перезагрузить компьютер. Ну, хорошо, сейчас я перезагружу и вернусь обратно. Итак, я перезагрузил компьютер. Сейчас еще раз посмотрим, что изменилось. Нажму Windows R, CMD, System Info. Видим, что здесь изменилось немножко, вот эти пункты изменились. Здесь уже написано обнаружена низкоуровневая оболочка. И никаких там да, нет, нету. Окей. Давайте посмотрим в панели управления. Все ли у нас включено. Здесь все включено. Песочница Windows включена и платформа виртуальной машины. Окей. Давайте попробуем запустить Android Studio и посмотреть, что сейчас будет. Подождем, пока запустится билд.
Так, билд запустился. Попробуем сразу же запустить наш эмулятор. Видим, никаких ошибок нету. И видим, у нас запустился эмулятор. Первый запуск обычно чуть дольше. Потому что все установится, подготовится, а последующие запуски уже будут быстрыми. Так, где тут наше приложение? Ну вот, оно запустилось. Hello World. Вот именно вот это, да. Вот у нас Hello World стандартное, и оно у нас запустилось на эмуляторе. Давайте закрою, посмотрим, повторно запустится, как оно быстро запустится или нет. Нажимаю. Как видим, очень быстро запускается. Хорошо. Закроем, посмотрим на наши эмуляторы. Что тут изменилось? Тот же эмулятор, только здесь уже нету надписи о том, что есть какая-то проблема. Давайте попробуем удалить этот эмулятор. Окей. И создать заново. Выберу тот же Galaxy Nexus. Next. И видим, когда мы уже выбираем, допустим, пакет, который у нас установлен, здесь никаких надписей нету о том, что у нас что-то не установлено. Нажимаем Next, Finish. Все, у нас устройство создано. Нажимаем Запуск, и вот оно запускается. Как видим, никаких проблем. Что еще хотел бы вам сказать? Сейчас закрою, скажу. Была у меня такая ситуация, что когда я установил настройки, включил, точнее, виртуализацию в BIOS, у меня компьютер не включался. Я долго не мог понять, в чем причина. А причина была в том, что у меня на диске C было мало места. У меня было 2 гигабайта, и 2 гигабайтов не хватало. Я освободил место на диске C, и все в порядке. Компьютер стал включаться, и все стало нормально. И еще один момент, который я хотел бы вам рассказать по поводу включения виртуализации. Это информация на официальном сайте Microsoft. Здесь есть вот такие странички, одна на русском. Здесь указано, что вот такие требования нужны. Ну, то окошко, которое я вам показывал, что нужно в System Info зайти. И нужно как минимум 4 гигабайта оперативной памяти и 64-разрядный процессор. Так, что еще? Есть еще вот такая страничка на английском. Здесь указана такая информация, что нужно, чтобы была Windows не старше 18.03, то есть Windows 10 версии 18.03 или выше. То есть можно там 19.03, 19.09, 18.09 и так далее. То есть не ниже этой версии. Тогда все будет работать. Но опять же здесь указана информация, как зайти посмотреть информацию по вот этому Hyper-V рекомендации, да. Так, ну на этом, наверное, все. Спасибо за внимание. Надеюсь, что кому-то эта информация будет полезной. Всем пока.